Доброго времени суток, рад вас приветствовать у себя на трансляции, где я буду помогать стараться, по крайней мере, со второго аккаунта всем желающим в ранге за выживших. Для тех, кто не в курсе, основной мой аккаунт уже давным-давно красуется вот такой вот эмблемой гладиатора. Поэтому я по фану решил перейти на второй аккаунт, как я это обычно делаю, именно вот сюда, и помочь тем, кто в этом нуждается. Один желающий уже имеется у нас на выручку. Погнали! Как кошмар. Я все еще, сколько сезонов прошло, сколько уже времени прошло с того момента, когда они в последний раз их меняли, я все еще не настроил на этом аккаунте билды. У меня там хаос какой-то творится. Сейчас я буду играть с билдом на мерка, тогда, когда ракетчику снузи было бы неплохо поставить. Классный пинг. И это Мохнатик, что ли? Вроде как он идет на меня. Да, Мохнатик, отличный, великолепный пинг. Вот самое то, чтобы контрить Мохнатика, который уже ноты почему-то куда-то там выбрасывает. Это проблема именно в том, что я веду трансляцию, видимо, на самый какой-то убогий... Какое-то издевательство, если честно, но я вроде как справляюсь. Нет, я не справляюсь. Видите, что происходит? Что происходит? Самое настоящее. А он попасть не может по мне. Что? Оу! Я не против, малыш. Давай дальше играть. С тобой. Ой. Давай ноту. Да, давай ноту. Ой, какую хорошую, поганую, вернее, ногу ты дал. Без понятия, что происходит. У меня же все это поражается где-то за 4 секунды до того, как... Или спустя 4 секунды, даже нельзя понять. Ничего себе, даже здесь я умудрился успеть, ведь у меня пинг убогий. Фух. У меня, кстати говоря, вчера был матч на Хермите, я ориентировочно с таким же пингом играл. Абсолютно то же самое было. Но я на Хермите умудрился выиграть. И у меня тогда, кстати говоря, почти идеальный матч вышел. Между прочим, быть может, когда-нибудь он появится на ютубе. Вау, даже здесь не попал. Я все еще бегаю за Интерможена, а он не попадает все еще. У него явно не лагает, у него все в порядке, никаких проблем. Можно было не сбрасывать и получить хит через 2 секунды после того, как я сближусь с ним. Пожадничал. А почему только 2 машинки заведено? Это кайт на 80 или 85 даже секунд. Как так? У нас как будто бы какой-то тиммейт вылетел, поэтому у нас всего еще 3 машинки. Тогда, когда должно было быть уже 2, и то с половиной. Тентамол говнине играет с Тайдом. И он на нее переключился, ты дурак? У меня же ракет больше нет. Он, видимо, до 3 считать не умеет, ладно. Я не против. И она упала, конечно же, максимально быстро от него. Хотя у нее был цельный рой. Не надо меня хилить, надо декодить, что ты делаешь. Спасать теперь. Не хватает одной машинки, нужно ее декодить. Если вы будете вдвоем идти спасать, то никто ее не заведет. Я надеюсь, ты нормально спасешь. Это легкий охотник. Потому что в плане игрока это слабый какой-то игрок, да и в плане самого охотника он какой-то нелепый.
Это Прайм у нас так-то есть, и мелкий это на самом-то деле другой игрок. А я-то думал, что Михаэль это мелкий. А Михаэль это жрица, между прочим. Ну и, конечно же, Quick Message я тоже все это время ни разу не менял. Что она делает? Куда-то она уходит. Прикол. Что ж ты так долго целился порталом? Он успел срендер нажать, ты все еще не нацелился. Забавный первый матч. Мне понравилось. И вкайтить с пингом 400. Нормально. Это то, что нужно. Это... Вот, чтобы вы понимали. Вот какие значения у меня были перед запуском трансляции. Ориентировочно 170 у меня пинг ожидался. Но нет, я буду играть и кайтить с пингом 400. Спасибо. Так, а вот и следующий матч. В этот раз я Ганджи решил взять. Пинг более-менее адекватный. Наверное, я отыграю на нем нормально. И не придется мне мучиться с 400 пингом. Быть может, еще тогда с фуасатиком, когда мы играли с велозолопистом, мы получили самый дальний желтопинговый сервер, и только лишь потому мы имели то, что имели. Самый худший пинг, который только может быть в игре. Михаэль! Ой, дурак, кстати, на призионере. Он подключил свою еле-еле почти незаведенную машинку к моей. Тогда, когда нужно было оставить подключение предыдущее, надо кодить свою машинку и только потом на мою подключаться. Хорош. Гейша какая-то не собранная. Он додумается потом еще раз подключить эту машинку или как? Оу, это был медленный переваз, поздравляю. Тебе очень сильно повезло. Не надо как бегту ползти, это же ганджа. Наоборот, нужно в открытое место ползти, в открытое поле. О, Гейша, что ты делаешь? Неправильно отползай оттуда. Ну просто микростан будет, если она тебя поднимет. Не стан, а просто отброс охотника. Это отбрасывание охотника. Потом я уже буду активировать бот и станить пытаться. Вот как-то так, да. Но Гейша дурная, так же как и призионер, которому нужно было идти декодить, а он херней страдает. Все, наконец-то у него он дал свою совину. Да, Гейша, определись, будешь ты поднимать или нет. Сейчас рука моя дернется от перенапряга. В кавычках. Только не туда. Нас же ж там нет. Это унижение Гейши. Новичка, который плохо играет. Как он к нам попал, непонятно. Но нам приятно. Вот что нам понятно. Вот бы побольше таких было в ранге. Я надеюсь, доктор что додумается пойти докодить. Потому что я должен саппортить, призионер должен докодить. Ну хотя бы хоть она. Если бы докодила, то было бы уже неплохо. Да, она все-таки докодит. Там бы я не успел отбросить. И это было рискованно. Так, теперь у нее есть вариант пойти за Михаэлем или пойти за дураком. Но дурак вовремя прожал орех, поэтому он пока более-менее в безопасности. Уже должен стан откатиться. Она снова пошла за Михаэлем, она что, дурная? Не делайте так, если вы тоже плохо играете на охотниках. Если вы видите, что Сурф мало ошибается и хорошо играет, то есть кайтит против вас, то переключайтесь на другого. И желательно не на Баттера, не на какого-то такого крутого спасателя, который... Ага, понял. Да, нужно было орех нажимать. Жалко, что цензура на ютубе многое губит. Я бы красочно сейчас прокомментировал бы то, что сейчас сделал призионер. Меня не прокнул пинг, так он... Даже если бы у меня все было хорошо, я бы вовремя оттолкнул, он все равно бы пакость сделал. Он сократил бы отталкивание.
А, ну и меня не спасут еще до половины. Издеваешься? У нее нету, кстати, ветки на быстрое спасение. Что? Мне показалось, или это действительно так? Какой кошмар. На быстрое спасение тиммейта у чего нету ветки. Сейчас она меня ударит. Есть ли смысл поднимать шар? Наверное, нет. Забатеем и перелезем. Она на вас пошла. Уходи. А, телепорт тем более. Ну и, конечно же, этот мастер игры сразу же упал. Почему? Да потому что у него нету никакого заряда, он его благополучно потратил, мягко скажем. Я боюсь, если честно, открывать Discord, потому что тогда у меня пинг еще побольше повысится, и непонятно, что тогда будет. Поэтому пока без Discord. Все путем. Он успел уйти из террора, а Гейша решила его бросить, поэтому он телепортнулся. Ну да, это прям совсем новичок, потому что те, кто когда либо переходят барьер первой кобры, они уже не спускаются ниже первой кобры. Они всегда остаются первой коброй. Тем более, когда поднимается на ранг саблезуба, то бишь. Это прям что именно есть новичок, как что был. А это, похоже, дуо дурачков. У одного нету быстрого спасения тиммейтов, а у другого, ну, понимание игры вообще отсутствует. Он играет за декодера, но при этом ведет себя так, как будто он сбитый бегает и мечами владеет. Приколист. Вообще, кстати говоря, это же низкие ранги, и это эмуляторные ранги. Здесь ты не можешь выбирать, включить кросс-платформинг или отключить. Именно на низких рангах. Поэтому, по всей видимости, зачастую дурные игроки это в том числе новички с мобильных платформ, вот как это Гейша. Великий дефицит охотников, поэтому нам забросило мобильного игрока. И вот эти мобильный игрок. И вот тут я уже вне трансляции играл с мобилой и играл против эмуляторчиков, тогда, когда у меня функции такой не было включено. Прикол лютая. Ну что поделать. Вот, я на Хермите пошел со смартфона играть, встретил фу Тиму на ПК. Реалии нынешнего Эдена. Забавно. Нам забанили Леди Фаро, но и мы при этом забанили Кошатница. Это именно я забанил. Поскольку я играю на саппорте, спасатель, и вот таким, как я, Кошатнице ни к чему, ведь за Кошатницу довольно-таки легко научиться играть. Так же, как и пускать кошку, нацепливать на выжившего и отнимать способность. Довольно-таки бесячая охотница, поэтому ну их в бан. А так я, если честно, не без понятия, что банить на новом ранге. Тут как бы от любого могут люди слиться, в том числе от Хелембера. Неоднократно такое видели. Закрытая машинка, Рачурч и Хунт, который в теории может быть на меня. Потому что я напоминаю, что на низких рангах, он, кстати, и вышел на меня. Иди сюда. Это Мария. Уй. Она может меня законтить. Если будет правильно играть. Такая она слепышка и не поняла, где палетку сбросили. И она тогда увидела, что это баттер. Ладно, неважно. Доктора она увидела. Нет, это гордыню увидела. Возможно, пернее, чем меня, поэтому на нее переключилась. Зеркало вроде бы нормально выставляет. Уже нет у нее защита. Так вот, мы играем на низких рангах. Здесь Arena Selection мод и работает. Я напоминаю, что эта функция включается только лишь тогда, когда вы становитесь Грифоном либо Мантикорой за охотника. Поэтому рандом, все исключительно на рандоме во многом. Не хватило радиуса? Серьезно? Баттер? Так как так? Ему радиуса не хватило. Прикол. Не иди ко мне, иди декоть другую машинку. Попробуй вспотеть, и если что, вдруг застанете ее потом.
А, даже... Так. Блин, вовремя не успел ударить. Очень зря. Хотел ей зеркало сбить, но не успел вовремя на нее шар кинуть. Так, а мне было бы неплохо пойти похилить себя. Эта Мария более-менее серьезная, поэтому не стоит против нее шутить. Я думаю, не стоит даже пробовать спасти сейчас. В этом будет крайне мало смысла. Круто, кстати, то, что ты пошел на мою машинку, это удобно. Мне будет здесь проще сопротить остальных. Это тот самый доктор, у которого нету ветки на быстрое спасение. Но она по креслу ударила. Ладно, можно еще что-то попытаться сделать с этим мечом. Ну да, конечно, ведь шприц гораздо лучше, чем шары и бита. Она будет бегать бесконечно за этой гордыней. И даже сейчас она будет продолжать. Нет, она додумалась уйти и начать хилить саму себя. Мария начала ошибаться зеркалами. Не совсем понимает, где выжившие. Сломай мячик. Нет? Ладно. Я думал, она за мной пойдет. Что ты делаешь? Она начала декодить. А Мария просто ушла в другую сторону. Что? Ладно, это лоу-ранги, здесь бывает все, но чтоб такое. И чтобы она еще и не хилилась. Что ты делаешь? Остановись. Доктор, конечно же, к нам придет, чтобы она увидела еще раз гордыню и добила ее полностью. Какой кошмар. Нет, она решила в другую сторону все-таки свернуть. Спасибо Аллаху, по всей видимости. Тут я не смогу ей помочь. Пускай падает, я ее собью с шаров. У нас ты, Мария не дурная, что-то знает на Марии, что можно сделать. Прикольно. Поднимай. Я якобы за текстуркой тебя не вижу. Меня здесь нет. Это меня не должно видеть. Ну, давай. А, Сайфер Прайм. Все, идем хилить. Тем более она еще и зеркало просрала. Ну? Алло, почему не фокус? Что вы делаете? Это ж гордыня на прайме, какой кошмар! Она только что зеркало провтыкала, она ушла в откат. Нужно стараться всегда получить адреналин тогда, когда у Марии в откате зеркало состоит, чтобы после того, как у тебя ускорение после адреналина кончится, не получить сразу же хит от зеркала. Ну, по всей видимости, будет именно так. Ну вот да, вот так и будет. Тогда, когда у нее в откате зеркало было, она не захотела давать прайм. Новички не понимают базы. Эта база формировалась путем... На крови она формировалась. Так, я надеюсь, она уйдет в ворота, хотя бы это он сможет сделать? Да, он смог это сделать, спасибо, боже мой. Он это осилил. Еще один новичок, но при этом он довольно-таки неплохо сыграл. Он понимал, как нужно на Марии играть. Лучше, чем остальные хунты перед этим. Ранс Фактори, противная карта. Но зеленый пин. Круто. Машинку у меня отжали. Новогодний фистер, это что-то новенькое. Самое время летом брать такой костюм. Пробили. Мне казалось, что он по-глупому немного вперед в палетке зашел, поэтому можно спокойно сбросить. Это хорошо, то, что он за мной пошел. Будешь ли вставлять щупальца? Не будешь. Ну и ладно.
Мгм. То есть можно было медленно перелезть, чтобы он не услышал откуда и что происходит. Ой, не ту кнопку нажал, ну ладно. Он так уверенно держал только что руку, как будто бы мог коснуться и активировать эту щупальца. Страшный дядя на фистере. А, куда мяч улетел? Куда он вообще делся? Что это такое? Нет, так не работает. Он будет блинк делать? Не захотел почему-то. У него confined in space. Oh my god. Утамаку нату. Он ушел. Нет, за мной продолжил тягать. Где ты, гад? А куда ты щупальца поставил? Ой, не понимаю. Он опять не понял, куда я пошел. Это забавно. Вау! Так, оказывается, можно было за фистера. Как хорошо, что я туда не завернул. Хотя, казалось бы, там была сплошная стена. Нет, она далеко была, не надо было трогать ее. Пока, фистер. Как же на батаре классно играть против новичков! Но он перехитрил, он сейчас затяжной удар поражал. Ай. Можно было попробовать в щупальце его пробить. По идее, моделька щупальца не должна считаться за полноценную модельку тела. Но кто его знает, я как бы ни хера не баттера мэнер. Такое тоже может быть. Да отстань ты, гаденыш. Надо мячик подобрать. А то мало ли вдруг додумается ломать их. Ой, я ему анимацию после удара сократил. Он переключиться должен был. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой! Нормально. Я баттер... Который вот так вот отбивает, круто. Обожаю баттера. Все как было, на нем таки осталось. Подожди, что ты делаешь, Фистер? Мне страшно! Не, только не щупальцу. Только не щупальцу. Давай обычный удар. Хорошо. Но он добился своего. Он смог одного, сорвал летучесть. Этого стоило. Идти за баттером. С очень страшным никнеймом. Такое ощущение, что вот даже в дуо здесь можно какие-то винстрики нереальные делать. Главное, чтобы охотники за тобой ходили. Единственный ранг, то есть холл ранг, где можно делать винстрики за выживших не в фулл тиме. Так, и последний матч в этой ранговой сессии. И сразу же на меня идет Хунтер. Или не идет? Что с ним? А, он так долго подключал машинки, это мой любимчик, с которым могут быть большие проблемы. Но он как-то странно начал уже с самого начала играть. Он снова начал подключать машинки или что? Увы. Меня бросил, походу. Против него будет трудно играть, если люди не понимают, как против него играть. Хотя он сам не понимает, как на нем играть, поэтому нормально. Как попало швыряется зарядами. Ага. Понял. Он не за мной, он за тобой. Не забывайте то, что когда вы около машинки стоите, и если вы быстро сообщение нажмете как-то неправильно, то вы можете переключить заряд нечаянно. Это важный момент. Не стоит об этом забывать. Поэтому лучше иногда отходить от машинки и нажимать то, что вы хотите нажать.
Он опять промахивается с зарядами. Эй! А почему так? Ладно. Видимо, я что-то про Баттера не знаю. Он должен был на той стороне остаться, он же до конца не закончил анимацию. А может быть мне кто-то поможет? Заряд переключит, алло. Улю, я не бессмертный, это Хермит. Алло. Алло. Вообще плевать им, да? Вот тут я не успеваю от этого окна. Ну и так я тоже не успеваю. Что за кринж? Почему никто не переключил заряд? Они все были вдвоем на подключенных машинках. Им ничего не стоило потерять немного больше хп. Я бы просто тогда бы остался на ногах живым. Ну и он, конечно же, придет фармить. Самый важный, деловой и бумажный. Медленный перелаз. Надо было орех прожимать. Надеюсь, он пойдет декодить, а не страдать херней. Так, у того еще один заряд есть, поэтому я так сделаю. Уже совсем не смешно. Меня зафармили, и не хватает очень много машинок для того, чтобы мы смогли выйти в победу. Слишком много. Опять он промахивается, без понятия, сколько у него зарядов еще. Классный пинг, очень круто сработало. Именно же тогда же я нажал одно отбивание его мячом. Все правильная игра. Они не хилятся, они вообще не понимают, как против него играть. Вот тогда это будет слив. Лучше А, нет, не забирай заряд такой дальше. Здесь Magician додумается к тебе прийти. Либо облажался сильно. Очень сильно облажался. Нормально. Более-менее. Он тоже сойдет. Надеюсь, он на него переключится. И если вдруг он по нему ударит, он все равно будет живым. А, его, кстати говоря, не жалко. Вот токсичит херню всякую пишет, поэтому плевать. Теперь тебе нужно переключиться, Михаэль. Переключайся. А, ну, не важно, ты упадешь в воротах. А, даже так, Хермит? Ты чего? Как так? Он ничего не смог? Ну, такой глючный, в сторону ушел. На удивление, еще одна победа вышла. Самое что ни на есть вид-стрик получился за выжившим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, это уже со смартфона я играл. Это уже не в счет, но можно, кстати говоря, и даже эти значения приплести.